Я догадываюсь, что нужно сделать вот так. Я до конца не добегал разу. Зачем ты А как хрена ты прыгнул-то? Я же тебе нажал вниз спуститься. Вот дурачок-то, а. Откуда начинаем? Да ты издеваешься с самого начала, серьезно? Канале, всем привет, с вами Бояра. Продолжаем Creepy Tale, вторая серия. Что-то я смотрю, не всем она зашла, потому что просмотры упали в 2 раза. Ну раз уж, как говорится, ввязались в бой, давайте все-таки до конца пройдем и посмотрим, будет вторая часть или нет, не знаю. А ты не забывай подписываться на канал, ставить лайк, дизлайк, комментировать. Поехали! Так, эпизод 2. Первый эпизод, насколько я помню, прошли. Это была бабочка. Вторая... Нет, погоди, мы проходили это. Тут, видимо, глава. Да, видишь, в каждой главе, видимо, по 3 эпизода. Возможно, не знаю, это типа мини-сохранение. Да, я помню эту чертяку, здорово, чертяка, я помню. Так, вспоминаем. X применить и Z применить. Здорово, чертяка. Эй, ты! Ой, опять, смотри. Привет! Здорово, черт. Там вон опять эта штука вылезла. Пойдем к черту. О, мясо сразу, видишь, берем. Отлично, костер берем. Пожарить мясо надо. Нет? Ну ладно. Может быть, чертеночку надо будет отдать. Стой! Ты куда? Да не бойся, я тебя не буду трогать. Ты же не опасный. Ты же не опасный. Спускайся сюда. Спускайся сюда. Я тебя не буду трогать. Да, вот, давай, иди сюда. Иди, у меня мясо есть. Иди, тушка вкусная есть. Иди сюда. Да не бойся ты меня. Я сам тебя боюсь. Иди сюда. Чё взял? Ведро взял внезапно. Не, он боится. Надо как-то к нему, короче, залезть. Да не бойся! Ну, зацепись. Зацепись. Нет. Ладно, окей. Я видел колодец, надо, видимо, набрать воды. Вот здесь вот повесить. Нет? В смысле? Ну, если есть ведро, надо его повесить, значит, скипятить что-то. Не понял. Ладно, окей. О, Грым попрыгун, отлично. Это типа скример был. Не страшно, на самом деле. Давай воды наберем. Подожди, она мне говорит, не пей из колодца, потому что опасно будет. Веточка, окей. Я просто хожу и нажимаю везде Z, чтобы подбирать все, потому что тут непонятно, под листочками бывают грибы. Так, это журавль. Это очень клевая такая штука. В деревнях она раньше была, с помощью этого конструкции не надо было натягивать, знаешь, цепи, и просто ведро хорошо самой бралось. Давай, окей. Пойдем. Я так понимаю, надо набрать... Опа! Рожь, грибок попрыгун. А зачем ты потушил? Я думал, мясо надо пожарить. И... Что это? Как-то можно это выделить? Рунный камень какой-то. Пойдем, может, камнем кинуть в него, не знаю. Тут нету очевидного выбора из инвентаря ничего, то есть ты просто нажимаешь, и он сам то, что нужно, применяет. Ну-ка, кидай в него. Нет, не работает. Окей, пойдем до конца дойдем. Тут больше ничего нету, я просто тыкаю везде, где только можно. Быньк. Ну смотри, он снова активен. Давай еще воды наберем. Не знаю зачем, но пусть будет, вода всегда пригодится. Вдруг в лесу захочется пить, и мы всегда попьем из... Это жертвенный алтарь какой-то. Чё сейчас было? Это кусочек алтаря был в костре, хорошо. И тушечка. Ага, вот вижу, что-то открылось. Ничего не знаю. У нас главный герой немножечко глуповат. Он ничего никогда не понимает. Он ходит везде. Я ничего не знаю, говорит. Ничего не знаю, ищу брата, давай сам решай за меня. Все, окей. Ну, судя по всему, это жертвенный алтарь. Нужно принести кого-то в жертву. Возможно, черта надо того поймать за рога, принести сюда, посадить задницей вот на этот кол. И дверка откроется. Ладно, пойдем думать. Да ты не страшная. Зачем-то нам нужно еще ведро с водой. Стой!
Стой, 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 стой. Ну я же поймал его. Ну, я поймал его. Он мог схватить его сейчас за грудки. И нет, нифига не сработало. Да, подожди. Я так... Это... Подожди, это... Это мешок с глиной. О, глиняная кувшин, короче, с землей. Наверное, туда надо что-то посадить, потому что... Ну, там земля, и у нас есть вода. Окей, давайте... Возможно, надо найти какое-нибудь растение. Назад уже не пускают, да? Нет, не пускают. Нет, не пускают. Хватит за мной подглядывать. Я вижу, ты сидишь там за этим, за деревом. Вон еще одна. Это какой-то очень странный лес. Ай, больно было. Окей. А, все, я понял. Это гриб-попрыгун младший. Мы сейчас его посадим, запрыгнем к черту, скажем: ты чё, чертила? Я хотел к тебе зайти, а ты меня не пускаешь к себе, боишься. Чего он боится, непонятно. Я же не страшный. Страшные вот эти вот с бабочками были существа. А это вообще не страшно было. Давай сади гриб. Отлично. И полить его. И он сейчас вырастет огромный, и мы подпрыгнем. Конечно. О, стой. Да, подпрыгнет ты нормально. Ну чё, чертяка? Иди сюда. Иди сюда. Слазь. Слазь, говорю. Можно его как-то вытравить оттуда? Не хочется. Иголка. Ну-ка, ткни его. Ну, ткни его. Вон, смотри, рука торчит. Ткни его. Фу! Не работает. Не допрыгивает. Окей. А, да, коленки. Не надо так приземляться. Ой, как сейчас больно головой было ударился. Не надо никогда приземляться на колени. Приземляться нужно на согнутые ноги, но не на колени. А если ты во время движения делаешь прыжок какой-то, совершаешь, то нужно обязательно перекатом остановиться. Черепок. Опять ничего не знаю. Вот не надо так. Все колени расшиб, короче, парень. Что так зацепляется-то все у меня сегодня? Ладно, окей, я догадываюсь, что нужно сделать. Я думал, у чертика надо. А нет, скорее всего он... О, пуговка, погоди. Да, это пуговица от брата. Пуговица, кто еще не знает, мы ищем брата. Брата схватили злобные существа, порабощенные бабочками. Давай, тыкай в тушку. Так не в себя, в тушку! Я думал, он сейчас ткнет тушу, из нее, знаешь, кровь пойдет, и все, типа, жертвоприношение совершено. Ну, палец перебинтуй хотя бы, пописи на него, я не знаю. Ну, надо пописить на него. Чтобы заражения крови не было, надо пописить. Пописить обязательно надо. Здравствуйте. Ведьма. Ведьма, судя по всему. Я так понимаю, с ней лучше не связываться. Так, все быстро протыкиваем. Так, нужен ключ. А вон ключ у нее. У нее ключ на... Здравствуйте. Это, короче, этот привет, сосед начался. Знаешь, была такая раньше игра. То есть там нужно было бегать по этим, по экранам. Ах, ты погоди. Я понял, она сперва идет сюда, что-то берет на столе, идет туда, я иду сюда. Я прячусь в шкаф, я так понимаю. Конечно. Все. Спалила, спалила, зараза. Блин, ладно, окей, надо быстро все сделать. Погнали быстро. Я не знаю, зачем занавеску дергать, но там ключ, то есть нам надо ключ взять у нее с груди. Все, прячемся быстро. Опять не успею. Ну, конечно. Нет, все нормально, смотри. Так, теперь ждем. Смотри, когда она уйдет, получается, влево, мы перебегаем вправо и что-то начинаем кошеварить с ее, видимо, котелком. Окей, ладно. Давай иди быстрее, бабуля. И ключик мне отдай, пожалуйста. Все, пошли. Быстро берем, берем. Что еще можно взять? Все, больше, видимо, ничего. Окей. Ну, видимо, вниз... Ах, вон как дверка. А что это такое? Я не понимаю, что я взял. Какой-то ключ. А, там... Подожди, где? А, это котяра. Спит. Киса спит, короче, под этим, под столом. Натыкиваю все, что... Что? Это кремень. Откуда он его взял? Хорошо, свет есть. Откуда...
Это, короче, был кресало, кремень с этим, с чиркалом, с чиркашом. Ладно, окей. Кочергу. Нет? Череп. Внезапно. Ключ. Золотой. У нее такой же на шее. Это ключ, короче, скорее всего, от занавески. Ну, пойдем, окей. Так, ждем, она сейчас уйдет в самое лево. Ну, киса приятно. Успокаивает, успокаивает. АСМР, АСМР, киса. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Шкаф, 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 шкаф. Смотри, она гладит там грибы какие-то. Это она топает или у меня так это сердце стучит? А бабочку возьми. Прячься, 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 прячься. Так, у нас есть склянка. Склянка с чем непонятно. Пустая, скорее всего. Это у меня сердце стучит. Боится, боится главный герой нашей ведьмы. Ну хорошо. Иди отсюда, иди. Да не бойся, нормально. Она не страшная. Просто бабуля, которая что-то кошеварит. Еще что-то взять тут можно? Ладно. Так. А как отсюда выйти? Вот там слева грибы нарисованы. Я догадываюсь, что нужно сделать вот так. Я до конца не добегал разу. Зачем ты А как хрена ты прыгнул-то? Я же тебе нажал вниз спуститься. Вот дурачок, да? Откуда начинаем? Да ты издеваешься с самого начала, серьезно? Ну, пипец. Ладно, давайте, сейчас это быстро все сделаем. Я хотел попробовать котелок взять, потому что мы снизу разожгли костер. И, скорее всего, там нужно будет сварить эти грибы и ей, возможно, подсыпать в суп. Потому что у нас еще была скляночка. Берем кресало с огнивом. Бери... Да, конечно. Только куда ты его убрал, непонятно. И бабка должна заметить, что нету целого казана такого огромного. Котяра, здорово. Окей, тут ключик берем. Отлично. Так, повесим сразу котелок. Так, давай сварим. Смотри, зеленый, желтый и розовый. Вот этот. Желтый. Вот такой вот. Как неудобно брать. На клавиатуре вообще неудобно. Но эта игра рассчитана для геймпада. И розовый, маленький розовый. Вот такой вот. И чё? А как-то можно приблизить это посмотреть? Нет, ну я же правильно делал или нет? А, вот этот надо было. Вот этот зеленый-то. Смотри, да. Вот, все, теперь правильно, видимо. Теперь желтый. То есть правильная комбинация показывается. Да. То есть анимация показывается, значит все правильно. И вот этот маленький розовый. Все, отрава готова. Теперь надо сходить, взять мензурочку. Налить наше чудо борща нашего зеленого, налить и ей, видимо, подсыпать суп, чтобы она это, ну, знаешь, попробовала и а-та-та. Так, она сейчас влево уходит? Нет, она влево не уходит. Ждем, ждем. Она, то есть, ходит сперва в среднюю комнату, потом в последнюю. Говорит, нужно нам еще чего-нибудь. Давай быстрее. Подбородок, кстати, подбородок чешет точно так же, как и я постоянно. Давай быстрее, пожалуйста. Я не хочу просто заново проходить это. Тут каждый раз приходится заново все делать. Тут не сохраняется ничего. Бери, 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 бери. Все, прячься. Вот, надо было, наверное, шкафчик закрыть, потому что она спалит, что шкафчик открыт. Ну, давай подождем, хорошо. И она не заметила, что я у нее стырил кресало, она не заметила, что я у нее стырил тазик с водой огромный. Все, пошли. А, спалила, спалила! Так спустись, 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 спустись! Только не заново. Да ты издеваешься надо мной! Ну, конечно.
Ну, конечно. А она палит, что открыт был занавеска? Или то, что я стырил что-то? Потому что я тыкал снова Z, он не закрыл шкаф. Он шкафчик не закрыл. Ладно, мы хотя бы знаем, что надо делать, но, блин, меня бесит каждый раз все это заново делать. Я уже костер научился разжигать, это отлично. Это уже не сложно. То есть, если я сейчас окажусь в лесу, я без проблем сделаю все, что надо, костер. Но я и так на самом деле умею костер в лесу из всего что угодно делать. Так, желтенький и розовенький. Надо понять, как сделать так, чтобы она не успела нас поймать. Либо я не успел спуститься вниз, либо если она уже меня спалила на первом этаже, то уже все. Тут бабка, такое огромное тело, знаешь, такие маленькие тоненькие ножки. Давай-ка это влево. Ой, какая ты долгая. Ну это да, это привет, сосед. Там тоже ему всякие пакости мы делали. Этот, как, не привет, сосед, а как он назывался? Блин. Короче, если помнишь, пиши в комментариях. Я не помню, как игра называлась. Там... как достать соседа. Вот, вспомнил, все. Спрячься, пожалуйста. Как достать соседа была такая игра. Там нужно бегать было. Знаешь, ему там подкидывать всякое в суп, в тапки. Что только... Так. Вот закрой теперь. Вот! А я в тот раз тоже тыкал. Я тыкал в тот раз то же самое, и он нифига не закрыл за собой дверку. Ну, вот в таких играх, вот мне что не нравится, нужно тыкать в каждом пикселе. Потому что на общем фоне предметы, которые можно нажимать, которые действуют, они не активны. То есть ты их не видишь, они никак не выделяются ничем абсолютно. Они просто существуют. Это вот знаешь, как в старых советских мультиках было? Если что-то задействуется в мультике, оно всегда так ярко выделялось. Вот здесь такого нет. То есть вот здесь череп горит, но его нельзя взять. Здесь вот горит вот метла вот эта с чемоданом. Ну нельзя взять. Сейчас она влево пойдет. Ага. Нет, 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 нет! Зачем ты? Это все, меня начинает накалять это дело. Вот непонятен момент, когда он пойдет, получается, в дверь. Когда на саму дверь нажимаешь рядом с дверью, он говорит, не, я не пойду туда. А вот когда ты уже в каком-то определенном месте, он, конечно же, уходит за дверь. Вот. И вот этот вот момент вообще не ясен. Мы очень долго задержались на одном месте. Вот давай запомним. Вот посередине двери прямо тыкать. А здесь, получается, в начале двери нужно тыкать. Ох уж мне вот эти вот инди всякие бродилочки, квестики. Они очень удручают, они очень напрягают. И по 10 раз на одном моменте ходить, конечно же, неинтересно. Смотреть тем более. Я бы вообще не стал смотреть такое. Ладно, хотя бы музыка, знаешь, есть хоть какая-то. Ну, хотя бы звуковое сопровождение. Потому что в Rusty Lake порой музыки вообще нет. То есть там сидишь и просто условно в темноте комментируешь и играешь. Так, вот в этом моменте он должен перейти на следующий экран. Давай, проверяем. Время уже 20 минут прошло. Ладно, давайте ведьму пройдем и закончим. Потому что, не знаю, это конец главы будет или нет, но... Не хочу растягивать на полчаса серию, причем я, конечно, могу вырезать эти неудачные попытки, но ладно, я их оставлю, потому что они, в принципе, были забавные. Ой. Давай, ведьма, пожалуйста, побыстрее. Да, давай, вот я тоже уже думаю, что тебе сказать. Да, именно в этой точке все работает. Все, давайте, но это last try. Давайте, спидран. Уходи. Надо очень аккуратно, вообще аккуратненько вот так. Берем, открыли, взяли, закрыли, спрятались, ушли. Все, ну давай, ну последний раз. Там, кстати, колодка стоит, колодка дровяная под тушки, видимо, мясные, потому что там кровь.
черепа непонятных животных. Бабуля, ты очень долго. Ты можешь как-то ускориться? Потому что нам нужно серию заканчивать, а ты ходишь еле-еле, режешь свои грибы, там, я не знаю, что, травки. Травки, муравушки. Все, убегаем, бегаем, 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 бегаем. И вот сюда, хорошо. Ну все, сейчас опять 2 раза ждать. Все, есть. Есть яд в баночке. Ну, жестоко, конечно, ну что поделать. А она тоже злая, знаешь, она нас ловит. Кстати, она нам ничего плохого не делает, она нас просто ловит. По факту, она нас просто ловит. И что делать, она с нами непонятно, потому что нам об этом ни разу не показали. Она, получается, что-то там берет, режет. Но там брать нечего, там одна куриная лапка только лежит. Все, пошли. Наливаем. Отлично. Прячемся. Наконец-то вроде все нормально. Сейчас, скорее всего, она попробует, заснет. Мы возьмем у нее ключ, откроем дверь и вот как-то так-то будет. Ну, готовим алхимик, да? Да, алхимик. Наконец-то я разобрался, как захватывать долбаные ачивки со Стима. Нужно было по-другому немножко OBS настроить. Короче, да, готовчик у нас так себе. Мы с тобой уже много раз готовили в Rusty Lake от Элли. И тоже там не всем, так сказать, нашим гостям все это нравилось. Вот как бы тебя вот... Превьюшку еще искать в такой игрушке надо. Все, открываем и, наверное, будем заканчивать. Ой, 22 минуты уже прошло, кошмар. Я просто минут 15, наверное, засел вот на этом одном экране игровом. Да, все, наверное, давайте на этом закончим, продолжим в следующей... Возможно, это не конец главы. Да, я вижу, ты за мной подглядываешь, он тоже такой, все, уже заканчиваем. Да, уже заканчиваем, продолжим в следующей серии. Пока, подписывайся на канал, ставь лайк, дизлайк, комментируй. Обязательно подписывайся на все соцсети. Ссылочки внизу в описании есть. Также не забывай подписываться на стрим-канал, там вместе играем, общаемся, знакомимся вживую. И не забывай писать в комментарии игрушечки для прохождения, которые ты хочешь видеть на канале. Также пиши, что хорошо, что плохо и что можно улучшить. Сделаем большой, дружный, веселый канал. В общем, ребят, с вами был Бояра, Каналя, и пока-пока.